Девочки, мальчики, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня я хочу посмотреть такой расклад, как выйти из сложившихся обстоятельств. Как выйти из той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, если она вас отягощает. Что вам необходимо предпринять, как лучше поступить, от чего избавиться. Ну и вообще, как говорится, где соломки подстелить. Расклад будет на одну позицию. Сегодня не хочется делать 3. Сделаем на одну позицию. Так что смотрите, с кем резонирует, значит, ваше. Если сейчас сигнификатор ситуации посмотрите и понимаете, что это явно не про вас, значит, вам смотреть этот расклад не нужно. Так, давайте-ка сигнификатор ситуации. Хочу на этих картах посмотреть, что за ситуация у вас сложилась на данном этапе жизни. Смотрите, здесь у вас, здесь, как всегда, есть несколько вариантов. Давайте начнем с личных отношений, да? Выбор партнера был сделан с расчетом, не по сердцу. Это раз, в свое время. Вам нужно изменить определенную систему своих ценностей, просто развернуть их на противоположную, пересмотреть много чего в себе, пересмотреть ваши позиции вообще в жизни, в социуме. Многие из них просто отжили уже, понимаете, а вы за них цепляетесь. Цепляетесь за отжившее. И как будто продолжаете эксплуатировать вот это неудачное сотрудничество, да, с партнером, понимая, что в принципе многие возможности вами же упущены. И еще и какие-то, вы меня извините, как подарки делать. То есть вы продолжаете вкладываться, по сути дела, в то, что вам невыгодно. Вы это понимаете какой-то частью себя. Но, видимо, продолжаете делать, потому что по каким-то причинам вам кажется, что вам на данный момент это выгодно. Второй вариант. Есть человек из вашего прошлого, который собирается вам предложить снова партнерство, свои чувства, эмоции.
встречи под луной? Ну, во-первых, подойдет к этому вопросу по-хитроумному, творчески. Не исключено, что сделает вид того, что ваша вражда, споры, обиды друг на друга будут завершены. Якобы вы идете в новое вместе, строите планы на будущее. При этом сделает для вас какой-то сюрприз, сделает подарок. Может это быть и материальный подарок, или же поступок определенного качества с его стороны. Но он не понимает, что и эту ситуацию нужно отпустить, это раз. Во-вторых, здесь есть очень большой подвох в его действиях. И на этот подвох он возлагает очень большие надежды. То есть это обман, хитрость, манипуляция определенного характера. Если брать магический аспект, что-то будет делать на вас с подношением даров. Либо выполнять сам ритуал будет, либо будет работать через мертвых, через подселенцев. Причем творчески подойдет к этому вопросу. Получится это у него или нет, это уже вопрос 10. Сотрудничество с этим человеком лично вам не принесет ничего хорошего. Либо же это вы и есть человек, который хочет вернуть определенное отношение, сделать все то, что я описала. Ну и третий вариант здесь по сотрудничеству. Если вам кажется, что человек, с которым вы собираетесь что-то общее начать, причем больше здесь касается творчества, понимаете, полета мысли, полета идеи, что-то вот интересное такое, то вы пытаетесь построить новое, но по схеме, которая работала только в прошлых энергиях мира. То есть, знаете, по старой схеме во что-то новое, но так не бывает. Вы вложитесь, но не получите того, что хотите. Идя в новое, нужно простраивать его с новыми людьми, по новым схемам, по новому плану. Так что вот такая вот ситуация здесь. Кому не подходит, значит расклад не для вас. Итак, это была ваша ситуация. А на дне колоды у нас шестерка стрел. Это карта, которая говорит, что вам нужно уходить в новое. Отказываться от всего старого. От старых людей, от старых знакомств, от старых привычек, от старого мировоззрения, от старого уклада жизни. Вам нужно это оставлять в прошлом. Так. Теперь смотрим, как же вам выйти из сложившейся ситуации. Как вам из нее выйти? Смотрите, карты, которые здесь выпали, говорят о том, что вам нужно вдохновиться новым проектом, в котором вы получите помощь. То есть помощь в осуществлении этого проекта вы однозначно получите. И будете ожидать результатов того, что вложите в этот проект. Второй вариант. Если это касаемо отношений, вы должны занять выжидательную позицию и наблюдать, что человек готов вам давать. Не брать у вас, а давать вам.
сколько он готов вложить в ваши отношения, ваш взаимный обмен энергиями, чувствами, эмоциями. Готов ли он на то, на что был не готов ранее, если это касается бывших. Если касается новых отношений, то же самое. Просто выжидательная позиция. Так, это касаемо карт, которые сами выпали. Теперь смотрим, как вам быть в той ситуации, в которой вы оказались. Вообще совет для вас, тут уже как быть, как карты показали основную тенденцию, но мы еще сейчас посмотрим в деталях. Во-первых, проходите свою трансформацию, хватит стоять на перекрестке, выберите одно либо другое. Здесь по-старому не получится уже жить. Вам нужно в любом случае, при любом раскладе выбирать либо одно, либо второе. По какому пути вы пойдете. Если вы не сделаете сами этот выбор, за вас сделают его высшие силы. Но они могут действовать немножечко некорректно. В каком плане? Просто, давайте скажу как есть. Будут гнать подзатыльниками и пинками под сраку. Если сами не определитесь. Вам нужно принять решение и окончательно уйти из того, что вас не устраивает. Так, ну я вас поздравляю, господа товарищи, мальчики, девочки, все, кто на этот расклад попал. Вы под магией, скорее всего, под приворотами. Ну и, естественно, под всем тем букетом, который кладут, так сказать, к этому знаменательному событию. Хитрость, обман, манипуляции в ваших нынешних отношениях есть однозначно. Приворот на вас есть однозначно. У вас затуманенный разум. Вы не совсем понимаете, какие ваши чувства истинные, а какие нет. И чего вы на самом деле хотите. Еще здесь показывают, что да, вы разочаровались в любви, но, понятное дело, вас с приворотом взяли, теперь просто этот приворот будет сходить. Это как вариант. Ну, если не брать магические моменты, то обмануты вы в своей любви. Оказалось не так, как казалось. Чувства ваши обмануты. Вообще оказалось все фальшью. Еще такой момент есть, что я же спрашиваю совет для вас, да? Ну, помимо того, что разобраться вам в ситуации с магическими моментами, почему вас тянет вообще к человеку, от которого вы хотите уйти, да? На какие факторы вы опираетесь, когда думаете о том, что можно потерпеть и остаться там, где уже все насижено? Вот покопайтесь, пожалуйста, в своей голове на досуге и ответьте себе на эти вопросы. А что же действительно меня останавливает от того, чтобы я ушел в новое? Здесь еще есть такой момент, что когда совет, я спрашиваю, вот советом выпадает еще то, чтобы вам притворяться влюбленным. А истинные чувства свои скрывать. Хорошо, для чего вам вообще притворяться влюбленным, если вам показывают, что вам нужно определиться? Или же вы притворяетесь в отношениях влюбленным, но на самом деле уже подумываете, как навострить
лыжи оттуда. Странный совет, если честно. Зачем притворяться влюбленным-то? Ну, интересный расклад. Смотрите, здесь больше подходит, конечно, расклад для мужчин. А потому что император у нас окажется без копеечек. Выбираете, значит. То есть там, где вас не устраивает, у вас есть деньги. И вы притворяетесь влюбленным, дабы их не потерять. Хорошо, если вы будете действовать по такому сценарию, а к чему вас это вообще приведет? Откуда уйти должны? И уйдете. Либо сами, либо с помощью высших сил. Хорошо, останетесь вы там. Что вас ждет? Разрушение однозначно. Разрушение всех ваших надежд, побед, планов. В отшельниках останетесь. В отношениях одиноки будете. Ну, помимо всего этого, финансовый канал у вас перекрыт однозначно, потому что вы под магией. Финансовый канал перекрыт. Все возможности перекрыты. Слава, победа, удача. Все это отворачивается и проходит мимо. Оставляя вас наедине с самим собой, дабы вы наконец-то разобрались в себе. Не метались, как уж на сковороде, а научились брать на себя ответственность и принимать выбор, какой бы то ни было. Если вы решаете остаться, так будьте добры, наведите порядок в существующих отношениях, расставьте все точки над «и», узнайте, где правда, где ложь. Счистите из себя магию. Но если вы желаете идти в новое, так берите и идите. Сидеть на двух стульях у вас не выйдет ни в коем случае. Сидеть на двух стульях у вас точно не получится. Ну и помимо этого, да, будете продолжать сидеть и дальше в том, где вы сидите в болоте. Увольнение, падение вашего авторитета среди близких, знакомых, друзей. Вы знаете, с другой стороны, это, возможно, и к лучшему. Вы наконец-то увидите, кто вас на самом деле окружает. И, возможно, начнете задумываться, почему именно такие люди возле вас. Возможно, и вы такого же качества. Возможно, вы не просто притягиваете таких людей. Ну, то есть здесь положительный, конечно, момент. Вы можете отсеять круг общения. Но качественно его отсеять у вас выйдет лишь в том случае, если вы начнете меняться. Так, если же вы отказываетесь от того, повторюсь, болота, в котором вы находитесь, где вас что-то не устраивает, да, останавливает фактор того, что вы потеряете деньги, но вы все-таки отказываетесь и идете в новое. Тогда что вас ожидает в таком случае? Высший суд. Маг и паж кубков. Ну, смотрите. Здесь по решению предков духа вашего рода, то есть карта суда говорит о том, что вы по их решению, по справедливости вообще, получите свои способности, получите возможность управлять своей жизнью. Всеми 4 стихиями, у кого-то дар может открыться, кто-то наконец-то начнет работать на себя, у кого-то появится куча идей, кто-то уберет с себя магические воздействия и поймет, что теперь только он будет стоять у руля своей жизни, и никому больше не позволят этого делать. И причем
при этом всем вы получаете какое-то предложение к сотрудничеству. Если становление мага, значит, будете сотрудничать в связке с кем-то. Вот. Если это же новое дело, новый бизнес, опять же таки, сотрудничать будет с кем. Предложение даже вы получите, нежданно-негаданно. Вот знаете, как вывезет вас. Что за предложение там будет? Предложение, о котором долго мечтали. Вот и эта шестерка пентаклей. Помните, 4 карты? 5 в начале выпадали. Но здесь подарки судьбы на самом деле. Здесь просто подарки судьбы. Либо же от мужчины, скажем так, до короля, конечно, он не дотягивает. Либо предложение от мужчины, либо, знаете, как подарок судьбы будет заключаться в том, что вы как раскроете себя. Вы научитесь радоваться. Вы по-другому на мир посмотрите. Вы будете стоять у истоков любого начинания в вашей жизни. То есть не ждать, что эти изменения кто-то вам привнесет в жизнь. Вы сами начнете менять свою судьбу. У вас откроется 4-я чакра. Хорошо, давайте сейчас посмотрим, какие действия вам следует предпринять для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, сделать вот этот рывок и пойти в новое. Десятка пентаклей выпала. Хорошо, что нам за десятку пентаклей хотят сказать? К чему ты выпала? Ох, как интересно-то. Смотрите, здесь в любом случае, когда будете уходить из своего прошлого, потеряете часть своего имущества, часть недвижимости. Но также, при том, что вы несете потери, радует вас то, что у вас есть перспективы на новые отношения, на новое сотрудничество. И вы планируете свое будущее с тем человеком, с тем партнером, которому у вас лежит и душа, и сердце. Уходите в познание себя. Поймите, чего вы хотите на самом деле от этой жизни. Вот отбросьте ту ситуацию, которая у вас на данный момент сложилась. Отбросьте все за и против и подумайте на такую тему. А что же на самом деле вас делает счастливым? О чем вы мечтали в прошлом? В далеком прошлом. Кем вы хотели вообще быть? Возможно, вы хотели быть космонавтом. Ну так вот, сейчас вам откроются все пути для осуществления и этой цели. Итак, так что же вам все-таки
предпринять, дабы вот этот ваш переход из прошлого в новое был более-менее плавным, давайте скажем так. Ну, для начала осознайте, что вот те проблемы, которые для вас кажутся глобальными, на самом деле они не стоят тех масштабов, которые вы им придаете. Вот все те проблемы, которые у вас есть на данный момент, на самом деле очень незначительны. На фортуну надеетесь, она вас вывезет, но понимаете, как здесь фортуна? Помните о том, что когда вам предоставляется случай, вы не имеете права его упустить. Если упустите его, войдете в свой собственный эгоизм и, естественно, начнете доказывать, что вы выше всех, круче всех. То есть, понимаете, здесь как из крайности в крайности. Либо вы осознаете, что проблемы действительно малы, переосмысливаете сами себя полностью, с головы до ног. Либо же входите в фазу, когда ваш же эгоизм вас сжирает и просто начнет кидать на амбразуры. Вы начнете выяснять отношения вообще со всем миром. Понимаете? Дабы доказать свою значимость. Тогда задайте себе вопрос, а кому вы что пытаетесь доказать? Не сами ли себе? Вы хотите быть на вершине? Ну так соответствуйте этому. Просто соответствуйте. И это не означает, что нужно идти по головам. Это означает лишь одно. Поднимайте свою духовность. Защищайте себя от того же магического негатива, от токсичных людей. Научитесь выбирать между любовью и деньгами любовь, в конце концов. Сейчас этот урок проходит весь наш мир, вся наша планета Земля и наше человечество. И от этих уроков вам не сбежать ни в этом году, ни в следующем, ни через 10 лет. Либо здесь и сейчас, либо там и потом, но вам придется это проходить. Сейчас это будет легче, чем потом. Знаете, такой жестковатый расклад, конечно, но как идет. Ребята, как идет. Тут уж извините, если кому-то не понравится то, что я глаголю, но как есть. Так, еще вам совет. Каждый день работайте над собой, замечайте, какие идеи к вам приходят, какие нововведения. Хотите, даже записывайте их, но во все новое. Ставьте акцент на все новое. Пожалуйста. И здесь еще какие-то известия получите. Ну и тут четко идет информация, что
вы, ну, отбрасываете какие-то отношения из вашей жизни. Они деструктив несут вам. Причем, знаете, это не то, что вы столкнулись с человеком, там, хапнули негатива, понесли, переработали его, и все хорошо, замечательно. Нет, этот человек ежедневно, каждый день вносит негатив и деструктив в ваше биополе, в ваше сознание, в ваши мысли. Вы просто, извините, но захламляете себя рядом с этим человеком в отношениях. Вы деградируете. Вам нужно уходить от этого. Уходить в закат, я бы сказала, для кого-то. Ну а для себя поймите, что вы идете в новый восход. Восход новой вашей жизни. Что еще? Берите на себя ответственность. Хватит, извините меня, сидеть вот это вот на этих горшках, понимаете, и плакаться, тосковать об упущенных возможностях, о том, что у вас что-то не получилось. Да, возможно, вы не по тому пути шли, понимаете, не ваш это путь был, а навязанный вам. Не своей судьбой вы живете. Вот откуда вот эта вся сложившаяся ситуация, понимаете, не своя, ну, не ваша судьба это. Потому у вас и такой раздрай в голове. Недовольны вы ситуацией, которая складывается у вас в плане финансов, на работе проблемы. Не видите как будто уже хорошего ни в чем. Обалдеть. Давление со стороны окружающих и на вашу психику, и на ваш, да и быт, любые ваши действия как будто контролируются. Вы в ограничениях. Вы просто под контролем. Если брать по магии, то, извините, господа, но вы в заднице. У вас уже такая приличная стадия, когда вы на грани сумасшествия. В общем, я поняла, это один из тех раскладов, которые не любят получать мои клиенты. Некоторая категория клиентов, которые ко мне обращаются. В общем, это один из тех раскладов, где просто жесткач идет. Хорошо, меня интересует следующий вопрос. Что вы сделали в прошлом? За что вам дана вот эта ситуация? Что вы сделали в прошлом, за что теперь отрабатываете вот таким состоянием, в котором сейчас вы находитесь, в этой ситуации? Что вы сделали? Ну, здесь прям расклад для мужчин, в этом я убеждена 2000% теперь. И здесь, конечно, больше расклад для мужчин идет, но, девочки, переворачивайте на себя. Вот сегодня, вот как пошло, вот так и пошло уж. Для мальчиков, да, больше. Обидели вы человека, который вкладывался в вас от чистого сердца. Предан был. Верил в вас. А вы предали.
Возможно, в треугольник загнали этого человека. Да невозможно, так и есть. Были третьи лица. И неважно, была ли это любовница, либо это был друг, которого вы послушали, либо это была, мальчики, если смотрите, то ваша мама. Неважно, кто этот человек был, кем он являлся вам. Это был третий угол. И знаете, в чем нехороший момент для вас? В том, что вы очень долго и скрупулезно этого третьего человека тащили в ваши отношения с этой девочкой, с этой женщиной, которая вас действительно любила. Вот за это вам эта ситуация и прилетела. Чтобы вы почувствовали, как это быть на грани двух миров. Потому что я так понимаю, что оставили вы этого человека с приличным количеством боли. Еще за что? То есть этот человек вам пытался что-то еще и донести, а вы с недоверием воспринимали его слова, ее слова. Его, ее, уж на кого смотрите. А знаете, в чем парадоксальность ситуации? На того человека в тот момент было делано то, что сделано на вас. Вот то, в чем вы сейчас варитесь, вот в той ситуации, в прошлом, в таком же состоянии, как и вы, находился тот человек. Но помимо своего состояния, он еще умудрялся думать о вас. И вы даже не представляете, как ему было тяжело. Самому по себе тяжело, и плюс еще и вы. Со своим недоверием. С третьими персонами. Со своим предательством. На ментале человека пробили. Работа из 9 пунктов была выполнена. Для того, чтобы пробить ментал человека. Я даю 100%, что тот человек прошел трансформацию. Ну, что сейчас с тем человеком, которого вы предали? Ну, смотрите, тот человек прошел трансформацию, в отличие от вас. На данный момент, я имею в виду, ваша ситуация. Тот человек покончил со своим темным прошлым, тот человек отказался от каких бы то ни было привязок, будь то привязка к деньгам, к власти, либо же к вам. Тот человек отказался к привязке к вам. Тот человек обрубил все связи, все каналы с вами, как энергетические, так и физически прекратил общение. И знаете, где этот человек сейчас? Вот, в короле Пентаклей. Даже если это женщина, она управляет сама своей жизнью, своим будущим. Она сама в ответе за все, что с ней происходит. То есть там человек прошел все свои темные стороны, прошагал по ним, и гештальты закрыты. У него весь мир как на ладони. Поучиться бы вам у того человека, понимаете? Прислушаться бы к нему, если у вас есть возможность общаться сейчас. Откровенно поговорить бы. Вы бы нашли для себя подсказки, как вам быть в данной ситуации.
Но это уже, конечно, для особо прокачанных личностей, которые не боятся признаться сами себе в том, что они по праву заслужили то, что имеют на данный момент в своей жизни. Я никоим образом никого не осуждаю. Я, во-первых, просто считываю поток, во-вторых, если вы попали на этот расклад, значит, вы должны были это все услышать. Итак, смотрим дальше. За что вам эта ситуация дана, мы поняли. И что же еще вам человек из прошлого этот, да? О прошлом вспоминаете. Слушайте, ну вы же понимаете, что вы сейчас расплачиваетесь за прошлые свои долги. Из-за этого у вас такое переменчивое состояние ума. Берите себя в руки, закрывайте гештальты. И не нужно думать, что ой, я сейчас решу вопросы с вот этим болотом, в котором я сижу, а потом я пойду туда, и что-то там разрулится с тем человеком. Знаете что, дорогие мои, я вам даю 2 миллиарда %, что вас там никто не ждет. Судя по тому, какие моменты этот человек закрыл сам в себе, он о вас даже не помнит. Но боль, которую вы ему причинили, помнит Вселенная. И она сейчас просто по справедливости вам ее возвращает. Ну, с этим мы, в общем-то, разобрались. Ладно, смотрите, еще такой момент. Вернитесь к тому человеку и попросите у него прощения. Покайтесь ему. Откройтесь ему. Не надо думать, что вы упадете в его глазах. Поверьте мне, человек, который прошел дьявола в самом себе и вышел в короля Пентаклей через мир, не высмеет вас, не унизит. Самое худшее для вас, этот человек, да, выслушает, простит и попросит вас больше не являться в его жизнь. Но лично вам, да, это будет больно неприятно, если вы планируете вернуться к бывшей. Но лично для себя, во-первых, вы проработаете гордыню, хотя бы часть, хотя бы начнете. Во-вторых, у вас упадет очень большой груз с плеч. Достаточно большой. И вам откроются многие инсайты, которые были недоступны до того момента. Но я же сказала, обнуляйтесь, обнуляйте свою карму, свои долги. И обнуление этой кармы вам поможет прийти к какой-то стабильности, очиститься, смотрите, дно колоды, уходить. Переход куда? Слушайте, у вас прям да, ситуация, конечно, непростая. Либо переступить через себя, признать все ошибки, обнуляться, идти в новое, либо вариться дальше в том болоте, в котором вы есть, зацикливаясь на безденежье, на том, а что же будет с деньгами, и плакаться о них. Понимаете, в гробу-то карманов нет. Ну, нет их.
Да, расклад четко для тех, кто в жесткой отработке, ребят. Если думаете, что авось вынесет, как выносила до этого, не вынесет. Не получится. Вы погрязнете в пустых поисках и в пустых стараниях по обретению своей собственной стабильности в этой жизни. Скажу вам откровенно, в самом худшем варианте для особых гордецов вас просто уберут из этой планеты, дабы вы не занимали место. Если ваша душа не готова трансформироваться, не готова идти в одном потоке с теми изменениями, в которые вошла наша планета сейчас, вас просто уберут. Да, сейчас жестко. Многое в мире сейчас жестко. И даже жестче, чем вы можете себе представить. Дальше так и будете пытаться найти свою вторую половину, пытаться найти какое-то надежное сотрудничество, но это всего лишь ваши ожидания, это всего лишь ваши иллюзии, я бы сказала. Да, вера в лучшее – это отличная позиция, но не тогда, когда у тебя за плечами долги. И нет, я не говорю о долгах денежных на данный момент. Я говорю о тех истинных долгах, которые мы несем на своих плечах. Перед собой, перед людьми. Я говорю о кармических долгах. Вы либо их закрываете, либо продолжаете тащить все на себе. И на этом может уйти вся ваша жизнь. В принципе, конечно, решать вам. Итак, вам совет, что предпринять вам. В который раз, но все же. Уходите от своего отчаяния, пожалуйста. Да, в отработку кармических долгов. Да, в то, что вы признаете все свои ошибки. В то, что вы наконец-то откроете глаза на то, как вы жили. Да, вы уйдете туда. Но только этот путь вас приведет к вашей новой жизни. Какой бы ответ вы ни получили от того человека, кому вы должны, он приведет вас к новому. Ну, и если вы упорно не желаете делать то, о чем я вам говорила, так и будете бежать по жизни. От самих себя, от решения проблем, от отношений. Причем, если вы уже под магией, то вы не думаете, что с бухты-барахты у вас появятся новые отношения, где у вас все будет классно. Нет, вас ведут в новый виток спирали. По такой же схеме. Вас опять приворотом возьмут в эти отношения. Вам будет казаться, что вы встретили свою судьбу.
Будете на 7-м небе парить от счастья, но потом розовые очки, как и в этот раз, разобьются стеклами вовнутрь. Опять же таки, как я люблю говорить, всегда есть два варианта. И, конечно же, только вам выбирать, каким путем идти. Я, как всегда, для многих людей являюсь последним звеном, после которого их ждет либо-либо. Но уж вот так вот повелось, что да, в жизни каждого человека, которого я встречаю, которому я попадаюсь, его ставят высшая сила на путь выбора, на перекресток. Либо ты идешь по светлому, либо продолжаешь идти в тени. В общем, вот такая вот здесь ситуация. Не знаю даже, что еще вам посоветовать. Понимаете, вот здесь все, что я вам говорила, это не для того, чтобы вас отсчитать и сказать: фу, какое вы говно, извините за выражение. Вот эта вот вся информация для того, чтобы вы понимали, как на самом деле обстоят дела. Потому что то, что вы сейчас имеете, это всего лишь воздаяние. Когда-то была причина, было следствие, а теперь воздаяние. Вам нужно вернуться в ту причину и попытаться. Смотрите, королева жезлов выпала. Ну, помимо того, что да, берите на себя ответственность и давайте-ка действуйте, возможно, это та женщина, перед которой у вас кармические долги. Хорошо, раз уж она сама у нас выпала, что сказать-то хочешь? Говори нам. А что она вам хочет сказать? Знаете поговорку? Если вы чего-то боитесь, значит, это именно то, что вам необходимо сделать. Так, все же король кубков на дне. Смотрите, не бегите от своих чувств, от своих эмоций, от своей духовности, что ли. Не бегите от проявления искренности, не бойтесь быть искренним. Не считайте, что мужчина, который не говорит о своих чувствах, да, женщине, это слабый мужчина. То есть, здесь у вас кроется ошибка и заблуждение изначально в вашем детстве, то, как вас воспитала мама, чего она вам не додала, вот откуда ноги растут. В общем, ладно, это уже на приеме у психолога вам необходимо пообсуждать эти моменты. То есть, на самом деле, мужчина имеет значимость для женщины только в одном случае, когда он искренен и когда он говорит о своих чувствах ей. А вы скупы на это. Скупитесь дальше. Вам нравится то, что у вас сейчас в жизни происходит? Я не думаю, что вы в восторге. Во всяком случае, я от этого расклада далеко не в восторге. Что за тройка кубков, мне интересно. Вы скупитесь на проявление своих чувств к этой женщине. Да, она настроена к вам, холодно. Да, возможно, вы пытались к ней уже проявиться, она своим мечом просто вам голову с плеч ссекла. Но, извините меня, вы сами заслужили это все. Вместо того, чтобы разбирать завалы своей жизни, вы еще больше хлама в нее вносите.
Ну, это то, что вы делаете. На самом деле, если вы думаете, что вы сейчас что-то решаете, я вас смею наглость огорчить. Нет, вы ничего не решаете. Сейчас за вас решат высшие силы. Ну, понятное дело, что женщины королевы Пентаклей. Сбежать хотите. Вы смотрите, мальчики, а что здесь? Ваша нынешняя барышня, из отношений с которой вы боитесь уйти, дабы не потерять денежку, сказала, что она беременна, да? Вас это не устраивает, сбежать хотите? Ну, сейчас хочу один вопрос задать. Ваш ли это ребенок вообще, о котором она говорит? Возможно, да, она просто какой-то проект вам предлагает, а возможно, что и сказала, что беременна. Слушайте, не дают мне ответ, ваш ли это ребенок, но я смотрю, что эта женщина очень много усилий вкладывала в то, чтобы забеременеть, либо же женить вас на себе. Тяженько ей это далось. Если беременна, знаете, она как силу. Я хочу узнать сила повешенной. Здесь еще, извините уж, как вижу, залет по пьяни, что ли? Да уж. Да уж. Ну, в общем, если беременна, то легко не будет. Особенно при родах, да и вообще. Коль с такими намерениями, чтобы привязать мужчину, женщина беременеет, это не есть хорошо. Но эта женщина в вашей жизни притянулась, опять же таки, не просто так. Не просто так. Ой, вам еще и нужно будет потом бороться за свои ресурсы. И финансовые пожертвования, да, будете делать. Финансовые пожертвования будете той даме вы делать в любом случае. Но это ваша плата. Вы в свое время что? На что вы любовь променяли искреннюю на деньги? Ну так денег вас и лишают. Денег и лишат в будущем еще больше. Сейчас мир очень меняется сильно. Знаете, по какой простой причине? Во-первых, он меняется уже несколько лет. И с каждым годом, поверьте, не будет легче, лучше. Точнее будет для тех людей, которые закрыли свои гештальты и поработали над собой. Поверьте, вот лично у меня вообще нет ретроградных планет, нет проблем, нет паники по поводу коронавируса. Есть некоторые, знаете, моменты такие, которые могут расстроить, но они незначительные. Потому что
Потому что свои гештальты в свое время я позакрывала. Это раз. Во-вторых, нет, наверное, знаете, во-первых, я живу в полном доверии к Вселенной. Но для того, чтобы жить в таком покое, счастье и умиротворении, как ни крутите, необходимо позакрывать кармические долги. Вот как-то так. За какой-то проект, о котором долго думали, чтобы получить свою 9 пентаклей, обогатиться. Вот этот проект. Который вам подвернется. Долго будете ждать возможности, когда подвернется. Вот что с этим проектом? Сами, да, видите? По справедливости этот проект провалится просто. Убирайте свои иллюзии по поводу построения отношений, по поводу построения семьи, фантазии по поводу того, как у вас все будет классно. Это всего лишь на данный момент ваши фантазии. У вас не закрыты кармические долги, вас ждет отработка. Хотите вы этого или нет? Извините уж как есть, да, есть момент, когда я понимаю, что это жестко, я понимаю, что это неприятно слушать, но как есть. Вы знаете, вы, если найдете в себе смелость переступить через свою гордость и закрыть карму с прошлым, у вас все наладится на самом деле. У вас много чего поменяется в лучшую сторону. И это факт. Но на данный момент ситуация ровно такая, какой я ее описала вам в раскладе. Начинали с суда и закрыли судом. Ну, ребят, высший суд, от него никто еще никогда не убегал. Хочу вам совет предков духов вашего рода посмотреть. Планировала расклад на 20 минут, называется. Ну да ладно, если уж так пошло, значит это кому-то да пригодится. Уж не обессудьте за то, как преподаю информацию, но если она идет жестко с потока, я ее так и передаю. На самом деле я даже иногда себя не контролирую в этом. Потому что информация просто приходит, и моя задача ее передать вам. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как интересненько так. Так, упала это, да, давайте вот так. Смотрите, какой вам совет интересный. Опять же таки, есть два варианта. Если помыслили кого-то обмануть, лучше этого не делайте. Либо же к вам спешит известие о том, что кто-то, кто вами проманипулировал, кто лицемерил. Ой, слушайте, мальчики, ну расклад точно для вас уже в который раз повторяюсь. Здесь вот четко, знаете, такое ощущение, что вы узнаете, что либо вот эта барышня, от которой вы переживаете уйти на данный момент, да, ну, с которой вам очень нехорошо, узнаете прям новое, что беременна-то не от вас. Не от вас беременна.
прям вот здесь четко мне вот эти карты, конечно, в который раз поражаюсь им, я их просто обожаю. Вот они говорят, как говорится, без прикрас. То есть те, що маємо. То есть в этом вам ваши предки помогут, они вам намекнут. Ну а сможете ли вы дальше справиться с управлением вашей судьбы? Это уж как вы решите. Смотрите, ну, просто то, о чем я говорила во время всего расклада. Я так понимаю, вы к кому-то обращаетесь. Вот этот вам знахарь, целитель, или же таролог, или же психолог. Я не знаю уж, кому вы будете там идти, либо ходите. Развеет все ваши иллюзии, снимет с вас вот эти мороки-оморочки, привороты, опои, окормы. И подскажет вам, что покайтесь, ибо расплата вам идет за то, что вы сделали в прошлом. Покаяние пройти вам надо. Ну, а надумаете... Знаете, есть еще такая категория мужчин, которые, извините, буду говорить как есть, обосрались, да, оставили семью, которая действительно их любила, ценила и берегла их. Пошли в новое за своими какими-то тараканчиками, обосрались по полной программе. И вместо того, чтобы прийти по-человечески решить какие-то вопросы, во-первых, хотят затянуть эту же женщину в треугольник уже с той, которая есть, ну потому что здесь деньги, а деньги очень нам нужны, и мы просто живем этими денежками, мы трясемся за эти деньги. Да, это я о вас, мужчина. И если не получается обмануть эту женщину, дабы затянуть ее в треугольник, чтобы сосать ее энергетику, вы еще обращаетесь к каким-то магам и на нее делаете приворот уже на себя. Мальчики, отдумайтесь. Понимаете, вы, надеюсь, вам хорошо будет видно, чем закончите, да? И судя по тому, что я видела по раскладу, дама-то, которая прошла свою трансформацию, она намного более сведущая ведьма, чем те, к кому вы обратитесь, чем те, к кому вы попросите сделать приворот на нее. И отдача вас просто замучает, если выживете. По своему опыту говорю. Бойтесь тех, кого вы заставили плакать. И еще и с лицемерием в жизнь приходить. Нет. Вам от этого будет только хуже. Не нужно бежать в прошлое и рассказывать о своих проблемах, болезнях, о том, как у вас все плохо. Все, что от вас требуется. Пойдите к человеку, которого вы обидели, с откровением, с чистой душой. Ответьте на все вопросы того человека. Вас туда род ведет, потому что это единственный путь к исцелению вам. К исцелению от того негатива и магического, и энергетического, который сейчас на вас и внутри вас. Да, вот как-то так вот вышло у нас сегодня.
Всем спасибо за просмотры. Надеюсь на ваше понимание. Предвкушаю обилие комментариев и дизлайков. Но, по сути дела, мне все равно лайк, дизлайк. Я понимаю истинные причины и психологические проблемы тех людей, которые ставят эти дизлайки. Это ваше право. Никаких претензий я к вам иметь не буду. Ничем вы меня не заденете. Единственная у меня надежда на то, что хотя бы один человек, если хотя бы один человек, находящийся в той ситуации, о которой я говорила, поступит верно, согласно тому, что советуют предки же ваши, через меня. На самом деле это все они, только через тарологов говорят. Еще они много как говорят, в данном случае мы говорим об этом раскладе, они говорят через меня. Если хотя бы один человек поступит так, как советуют предки, то вот это все мое время, оно, значит, пройдет не зря. И этого будет для меня более чем достаточно, если хотя бы один, прежде чем оступиться, действительно пойдет в новую, светлую, качественную жизнь и обновить свою душу, если хотите. В общем, ладненько. Еще раз всем я с благодарностью. Оставляйте свои комментарии, мысли. Всем пока-пока.